Я звоню Маше, говорю, Маша, что делать? То он сейчас увозит детей. Она, нет, убегайте, убегайте. С балкона 16-го этажа пытался скинуться Вместе с ребенком? вместе с ребенком. Сейчас где ваш муж? В психушке находится. Он говорил мне, я пойду вздернусь. И на глазах у детей повесился? Да. Я ему вот Мне так щас вот плохо воздух вот станет. так в рот надула, и он вот так. Ты пьяная, как свинья была. Да, ну, пришла. ну, И понятно. и Я общалась двухметрового со своими мужика повесила, да? любовниками, при нем Так а вы чего хотите, чтобы дети с кем жили? с Алешей. Ваш сын настоящий маньяк. А у вас совесть есть? Обвиняете сына моего. У них планы отобрать детей. И квартиру. И полквартиры. Младших мы спросить не можем, они маленькие совсем. Но старшему можем вопрос задать? Давайте у него спросим. Мальчик взрослый уже. Добрый день! Очень часто мы слышим выражение «я сошел от тебя с ума», «безумная любовь». Ты, кстати, с таким сталкивался? Конечно. Нет. Если ты с таким сталкивался и стоишь здесь, то это было не то, потому что наш герой от любви попал в дурдом. Круто. Сегодня в нашей студии Мария Тищенко. Она хочет спасти своих 5 детей от мужа. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Помогите спасти моих 5 детей от мужа, который вешался на глазах у них. Он неоднократно годовалого ребенка брал с балкона 16-го этажа, пытался скинуться Вместе с ребенком? вместе с ребенком. Да. Так. Он в поле убегал с ребенком, с этим же. Это очень опасный человек. Он манипулятор ужасный. Слушайте, ну у вас с ним 5 детей. Нет, не с ним 2. С ним 2. Двое. А возраст у детей какой? 2,7 и полгодика. Так, но вы не сразу распознали, что он такой Нет. ненормальный? Он поначалу было все нормально, пока я не вышла за него замуж. Вот. И вот после того, как я вышла за него замуж, он стал манипулировать детьми, запрещать им все, кричать на них, на меня. Ставил прослушивающее устройство. Дома ложит телефон на аудиозапись на целый день и уходит. А вечером приходит и прослушивает, что я за целый день с кем разговаривала. Ну, то есть дома хожу по телефону, разговариваю, с детьми о чем разговариваю. Я не знаю, что с человеком происходит. Сейчас где ваш муж? Сейчас он в психушке В находится. психушке. Он попал туда после того, как... После того, как повешался. Еще прям вот сильно-сильно из разряда прям уже все финишная прямая с апреля месяца этого года. Я подала на развод уже. А в такой ситуации, когда вы подаете на развод, говорите, что я больше этого терпеть не могу, да, он как-то вам угрожал тем, что он покончит с собой? Да, голосовыми сообщениями он говорил мне, записывал о том, что я пойду вздернусь. Вот на тот момент, когда он это сделал, вы вместе жили или уже нет? Мы не жили вместе, он приходил к детям. А, Но- то есть вы выпускали с детьми Я общаться? пускала, да. Он пришел к вам домой пообщаться с детьми и на глазах у детей повесился? Да. То есть он не Но нашел неудачно другого места. повесился, он жив сейчас Да. и в психиатрической больнице. А как он повесился? Где? Он лежал с ребенком в очередной раз. Он Трезвый? Трезвый совершенно. Совершенно. Хотя полицейский мне говорит, он что-то употребил. Я говорю, нет, совершенно нет. Так, Я не вот знаю, он лежит трезвый с ребенком. Да, С он- каким из? с самым маленьким на диване. Я лежала, он. Он сначала подошел ко мне в очередной раз и говорит, ну давай семью налаживать. Я говорю, ну месяц-два, давай отдельно поживем и посмотрим, как, что, потому что мне нужно время. Ты психологически какой-то неадекватный. Говорю, Леш, ну давай. Смотрю, он встал и вдоль коридора пошел. А он в туалете на первом этаже курил. Я в туалет? Нету. Мы в котельную, дверь не открывается. Слышим, бабах! А я сразу поняла, что что-то там происходит. Я давай выламывать дверь. Сломали дверь вместе с коробкой, я вынесла вот такую щелку, просочилась. Значит, когда он вот это бабахнулся, он пытался сначала на компьютерном проводе повешаться, он его не выдержал.
а потом повешался на электрическом кабеле трехжильный, ну там такой. Я в эту щелку протиснулась и кричу детям, руки трясутся, 112 вызываю, кричу: нож несите, нож несите. Дети принесли нож, я перерезала, его посадила, ну, у него губы были синие. Я смотрю, что он не дышит. Я ему вот Мне так щас вот плохо воздух вот станет. так в рот надула, и он вот так... Его стало лицо вот так корежить, он стал вот так вот весь корежиться. Первые приехали пожарные, не знаю почему. Пожарный меня поменял, сел с ним, ну, чтобы он сидел. А вторые приехали полицейские, которые у нас уже не первый раз были по поводу вот этого бракоразводного процесса, потому что дома творится черти чё. Так а вы официально-то успели развестись? Нет. Когда вы весь ужас это описывали, вы описали дом, а не квартиру. Вы сейчас в доме В живете? доме, да. У нас была евро трехкомнатная в Краснодаре? в Новой Москве. Нет, в А. Краснодаре трешка. Потом мы переехали в Москву. Взяли ипотеку. Взяли ипотеку, да, в Атутинках. Вот, евро трехкомнатная, 55 квадратов. А так как я уже была беременная Димой, Маленькая нам оказалась. мало места, да, показалось. Леша всю жизнь прожил в своем доме, в частном доме. Для него дом — это очень много значит. Я никогда в своем доме не жила. Ну, давайте посмотрим на этот дом и на ваших детей. Давайте я вас познакомлю со своей большой семьей. Это мой самый крайний ребенок, которому 6 месяцев. Зовут его Дима. Александр у нас старший, 11-классник. Андрей ходит в детский садик, посещает. Кушать захотел? А что ты спрятался? А? Ну, посмотри. Это наша большая кухня-гостиная, в которой мы проводим время, здесь играем. Это комната, где сплю я, самый маленький Дима и Андрея кровать. На втором этаже у нас находятся 3 спальные комнаты. Это комната моей дочери Софии. Что ты, дочь, рисуешь? Кто это? Девочка. Девочка. Дальше комната мальчишек. Кирилл у нас делает сейчас уроки. Что ты делаешь, Кирилл? Русский? Саша у нас что-то программирует. Живем мы дружно, все друг друга уважают, младшие прислушиваются к старшим, ну и все друг друга ценят. И все-таки мы стремимся к этому, чтобы это было так. А живете-то вы сейчас на что? Я получаю от Москвы, ну вот и там, за пособие по многодетности по 1800, по-моему, на каждого ребенка. Потом Ну, общий доход у вас какой сейчас? у меня от 2 отцов алименты и пособие где-то сейчас тысяч, наверное, 50-40, ну вот. 50 тысяч в месяц. Да. Слушайте, а вот вы сказали про бывших мужей, что они алиментов платят. Исправно платят? Да, да. И несмотря на то, что у меня есть такая информация, что второго вы лишили родительских прав, он все равно платит. Платит, да. Да. А почему вы лишили его родительских прав? Если честно, настоял Алексей. Он хотел их усыновить и удочерить. А, Давай его лишим, пока он сидит. А он У в тебя тюрьме. возможность есть, да. А ваше сердце сильно растаяло. Как же он хочет всех моих детей сделать себе родными. И вы пошли, и папу лишили родительских прав. Ну, Из-за молодец, того, что долг алименты по платят. алиментам Да. был, пока он находился в местах в этих, да, из-за того, что А он вышел, знает, что вы он его все долги лишили. все и- оплатил. Да, Все, да. молодец. так вы сейчас боитесь-то чего? Что он выйдет из больницы и поубивает всех? Что ли? Я боюсь того, что если он уже себя мог лишить жизни, то он может, да не доставайся ты никому. То есть вы пришли к нам сюда для того, чтобы вы оттуда не выпускали? Нет. Ну а как мы можем вас обезопасить? Вы знаете, он каждый день мне звонит оттуда. И? Каждый день звонит и говорит: давай сохраним семью. И я говорю: что тебе говорят врачи? Он говорит: вот меня посмотрел профессор, вчера он звонил, посмотрел профессор и сказал, я говорю: какой у тебя диагноз? Он говорит: никакого, просто нервный срыв. Давайте так. Светлана Андреевна же знакома вам, Антонова, мама Да, его? конечно. Она тоже приехала на программу с убеждением, знаете каким? Что вы хотели убить ее сына, что это Ой. вы его повесили. Чего? Да, давайте у нее и спросим, почему Светлана Андреевна так думает.
Маш, тебе не стыдно? По Ты поводу... вот сколько сейчас уговорила, вот правды не было вообще. Да ну, Да. да ну. Врешь бессовестная ты. Ты же сына его довела до повешивания. Или А я сама вам вот не его звонила, когда он вздернула? в поле с Андреем Звонила. убежал? Звонила. Я вам не звонила? А ты не сказала, как ты пьяная Вас была? на матах Ты не отнесла. рассказала, что ты пьяная была, как я не свинья? пьяная была. Я Да с ну. ребенка с выпускного Да ну. приехала, и он меня лично сам Пришла забирал. пьяная, А вам никакая, не сказала. перебивай меня. А вам не сказала настраивай, я, угомоните переключайся. своего сына и пусть вернет ребенка домой. Так оно было? Ты пьяная, как свинья была, Да ну. пришла. Ну, И понятно. Я общалась двухметрового со своими мужика любовниками, повесила, да? при нем переписывалась. Я двухметрового Рот закрой. мужика повесила. Рот закрой. Со мной так не надо разговаривать, ладно? Да что вы Я говорите? тебе не Леша, который терпел тебя все время. Ты первого мужа просто споила со временем, второго в тюрьму посадила и лишила сама ты родительских прав. Да не ну, Леша. да ну. Ну, Леша, своих мало детей, твоих был Ну да, где Лешины еще 6? А где Лешины еще 5 Я детей? саму лишить надо. Где Лешины 5 детей? Где? Это не твое дело. Он алименты не платит, он не помогает. Кто Слушайте, воспитывал детей? Сколько у Леши детей? У Леши 5, у него вместе с ее детьми, у него 7 детей. А где 5 еще? Ну вот 2 детей старших. У меня дом, там 2 дома. В одном я живу, в другом жил сын Татьяна, вот его первая жена, и 2 сыновей. И до сих пор они живут, Татьяна живет с нами. И его дети тоже. Сейчас они в А армии. еще 3? 3 живут в Туапсе с Катюшей. Он прожил там 10 лет. Но он алименты Отстро- платит? Нет, вот дело в том, что он не платит, потому что у них там была... Когда приехал к Кате жить, сошлись, там просто была маленькая избушка, домик. Он отстроил в 2 этажа дом. То есть он таким образом помог Да, семье, она понятно. сказала, мне не надо, ты мне отстроил и оставил это все мне. А вот вы вышли сюда с обвинениями. Чуть ли не что она повесила, значит, вашего сына. Да. А зачем ей это нужно? Раз вопрос. И как она его доводила, что довела вот до такого состояния? 2. Они брачный договор подписали. И она считает, что теперь, если брачный договор, она хозяйка всего. Он там никто, А что там ничто. написано в брачном договоре? Что они не претендуют еще на имущество. Мария, кого-то. что, там, я скажу? Да. что в договоре написано? Все имущество, которое приобретено, и все кредитные средства, которые на мое имя в период брака, это мое. Все имущество, что на его имя, движимое, недвижимое, это его кредиты. Ну, чтобы не делиться после развода, грубо Да, говоря. так как Понятно. у меня во втором браке, просто мне пришлось автомобиль Михаилу отдать. Вы обучены, понятно. Да, я как бы- Хорошо. Как она его доводила? Чем? И Вот теперь сейчас понятно, говорите, зачем. да? Чтобы Это остаться мое, при это своем. мое. Ее ипотеки, ее кредиты он оплачивал с его кармана. Чем она еще-то его доставала? Так, что он вам, знаете что, давайте сначала послушаем. Он же вам записал голосовое сообщение перед тем, как, по вашим словам, повешался. Давайте послушаем. Мам, прости меня, пожалуйста. Честно, я так не могу. Что доказывать, что это делаю. Честно, просто простите меня, пожалуйста. Да, это вот он с ребенком лежал, когда я говорила, что на кровати лежал, и, видать, записывал голосовое. От чего он устал? детей очень любит, вот этих маленьких. А так как она воспитанием своих детей не занималась первыми, они были с бабушкой, и они не воспитаны ее совсем. С И какой он бабушкой? Ей, с ее матерью. А вы откуда знаете? Ну, а он, когда с ней сошелся, он забрал ее детей от бабушки, сюда привез в Краснодар, чего она очень возмущалась. Маш, ну не была ты с ними, ну не... Подождите, Что ты подождите. улыбаешься? Только благодаря вашему сыну она соединилась с детьми. Да, ну, она а собрала дальше-то всех что? А детей, сейчас-то все как от вместе. чего он устал, не понимаю. Она постоянно ему говорила, что он не работает. Это он же не работает. тунеядец, хотя он работает постоянно. Подождите, но он когда последний раз на работе-то был? Ну вот он на сентябре. больничный последний раз В месяц. сентябре был. он был на работе последний раз. Мы сейчас послушаем один телефонный разговор. Я так понимаю, что он состоялся между вашим сыном, да, и Марией. Ну, давайте. Да, давайте послушаем. Где дети? Тебе как говорят, со мной? Они не с тобой. Они со мной. Угу. Че ты мне звонишь вообще? Что тебе надо? Ты напилась, веди себя нормально. Я детей рожала не для тебя, а для себя. И не надо мамочкам своим там номера давать, что я беззубая звонит и угрожает, понятно? Ничем не угрожает тебе. Мне надо от мамы. Мне нужно знать, где Андрей и Дима.
Ну а зачем тебе? Где твои 5 детей? Я знаю, где мои 5 детей. Да ты что? Отстань, пожалуйста, и не звони. Алло. Алло. Ты почему думаешь, что ты все равно на Машу попадешь? Дай ей трубку. Но он, если не хочет с тобой разговаривать. Где дети? Детей нет. Все. Что тебе надо? Детей нет. Где мои дети? Хочешь. Если ты будешь сюда звонить, ты не дозвонишься. Надо звонить. А если приедешь, я выкину. Ты не знаешь, куда едешь, Да мне без разницы. дружочек. Нет, приезжай. Город. Сказка. Город сказка. Это что было? Это была я у подруги в гостях на дне рождения в Комсомольске-на-Амуре. Он не давал покоя, названивал всем. Так вы поехали с детьми, со всеми? Нет, я поехала с Софией и с Кириллом. А маленькие где были? А маленькие были дома. Маленькие кем? были дома с моей мамой. Он пришел вечером. Он даже с ними ночевал в комнате с детьми. На утро он просто подошел к моей маме и сказал: «Галина Ивановна, если вы хотите, я вас до Краснодара подкину. Я увожу детей в Краснодар к своей матери». И после этого мне звонит мама и говорит: «Маша, что делать? Он сейчас заберет детей и повезет». Я говорю: «Мама, убегайте куда-нибудь, убегайте, потому что он в психе, он может очень много наделать глупостей». Он потом, когда я приехала с Комсомольска, он подарил маме букет, мне букет, и маме сказал: «Галина Ивановна, спасибо, что вы увезли детей, что я глупостей не наделал». Так а вы чего хотите, чтобы дети с кем жили? С Алешей. А каким Где? образом это возможно, если он в психушку загремел с повешением со своим? Где ему жить с этими детьми? Ну, я в Краснодаре, у нас мы живем, снимаем, у нас комнату, мы отделили ему комнату. Он может в этой Давайте комнате жить. посмотрим. Послушайте, куда вы вы отделили готовы? ему комнату, вы снимаете, еще отделили ему Дай комнату. посмотреть, Юль, пожалуйста. Куда зовут его и детей? Это наша квартира, в которой мы сейчас снимаем. У нас 2 больших комнаты и кухня. У нас условия все есть, нормальные. Вот ванная. Даже у меня есть детские шампуни, потому что у меня дочь с детьми, у нее тоже маленький ребенок, и они частенько приезжают к нам, чтобы можно было им скупаться. Кухня это у нас объем, она большая, удобная, поместимся. Мы, если что, Лешей заставляем вот эту большую комнату. Есть место, куда поставить кроватки. Столы вот эти убрать и поставить здесь, чтобы можно было им детей укладывать. Впервые можно на кровати так, потому что они любят на кровати. Они частенько спят на кровати у них там. Надо будет, мы поставим еще им шкаф обязательно для детских вещей. Мы никогда не бросим сына с его детьми. Никогда. Сколько сможем, будем помогать и поддерживать их. С Галиной Ивановной вы знакомы, верно ведь? Да. Знакомы. А она как раз хочет прям вот наоборот. Она хочет вашего сына лишить родительских прав. И это мама Марии. Она к нам Ну, приехала. естественно. Давайте ее позовем. Да, 2 на 2. неадекватная мама, я боюсь ее. Здравствуйте, студия. Что вы несете вообще? Да, Ваш да, да, сын да. настоящий маньяк. А мы посмотрим, Понимаете? видим, кто у нас И маньяк. аферист, который пристроился к девушке, у которой Да. все было буквально, без исключения. Да Я, ты что? я, например, думаю, что в один прекрасный момент приеду, ни детей не будет, ни ее живой не будет. Во-первых, она сказала, что она вас очень боится. Почему? У вас какие-то стычки, что ли, были? Нет, я ее вообще, если честно признаться, я ее вижу всего лишь 2 раз. В тот Да раз ладно? 5 минут видела, больше я ее не видела. Когда они познакомились, он с ней буквально прекратил все общения дочери нашей и внуков с нами. Мы 3 года почти, дедушка и я, с детьми не общались. Да вы что? Не давали нам, мы враги, мы очень плохие, мы какие-то аферисты. Маша не хотела с ним, любовь. Мой говорит, я очень переживала, расстраивалась. Он говорит, она поймет все, понимаете? То есть она, когда с ним сошлась, свою семью полностью отрезала? Это было его желание? Полностью. Понятно. Полностью. А вы еще сказали такую фразу, я зацепилась за нее сильно. Вы сказали, у нее было все, и она все потеряла. У нее все было. А всё это с что? Лешей она все промотала. А в смысле, все с ним. это что, У материальное? нее вы имеете в была виду? шикарная квартира с евроремонтом в Топсе она купила.
Мы почему можно поправочку? А вы ж помогали, внесу? да? Мы военнослужащие. Понятно. Поэтому у нее такая карта географическая. Перемещалась она Совершенно везде. там. верно, А да. вы оба с мужем военнослужащие? Нет, я гражданская, а муж у меня 40 лет прослужил. Ага. У него высший чин. Как генерал? Нет, не генерал, он полковник у меня. Полковник. Вот Маша в начале ноября, как мы выяснили, улетала с 2 детьми в Комсомольск-на-Амуре Совершенно к верно. отцу этих детей. Да. А младшие оставались с вами. Совершенно верно. И вам пришлось с этими младшими внуками из дома сбежать. Давайте посмотрим. Приехал Алексей, зашел в квартиру, такой злой. Я сейчас детей увожу в Краснодар. Машина стоит на улице же. Сел и поехал куда-то. Я звоню Маше, говорю: Маша, что делать? Вот он сейчас увозит детей. А она: куда увозит? Я говорю: в Краснодар. Она: нет, убегайте, убегайте. Я говорю: а куда бежать? Я быстренько в одеяло его в цветное в это завернула. Головку я ему вот так закрыла. Куртку схватила, я прямо вот здесь у входа. Вот так вот. Вот, я в шлепках была, в пластмассовых. И все, и побежали. С левой стороны подходит два мальчика, один такой был взрослый и маленький. И они стали возле нас. Такие потерянные были. Из-за угла, получается, выходит женщина с коляской. У нее первая фраза была: помогите, пожалуйста. Нас ищут, я боюсь, что детей заберут. По человеку было видно, что ей страшно просто-напросто. Пустили к себе. Она сразу завела коляску домой, потому что переживала, мало ли коляску кто увидит. Я хочу про вас немножко понять. Вот на вас, скажем, Галина Ивановна, Алексей писал заявление в полицию? Да. Вы знаете, что получилось? Короче, он же запретил мне с внуками вообще общаться. Вообще, дедушке и мне. Я покупаю на всю пенсию, накупила шоколадок, прям пачками купила. Я еле донесла до школы. Даю детям этот пакет, Софии и Кириллу. Они донесли до машины. И вы что думаете? Он берет при детях, бросает в мусорку этот весь пакет. Не ври. Со сладостями. У нас суд был из-за этого. А вы говорите: не ври. Понятно, он выкинул гостиницы. Дальше Выкинул, что было? да. И слушайте, когда я держалась за дверь, у меня был зонтик, дождь же был, сложенный тройник. Я ему царапнула здесь. Он пошел на меня на суд Вы подал. ударили его. На суд подал меня. Неоднократно. И меня Этим зонтиком. штрафовали на 5000. Вы сказали, что он не позволял вам с внуками общаться Вообще совсем. не давал общаться. Ну вот смотрите, мы сейчас... Сколько, кстати, Софии лет? 11. 11. Мы сейчас послушаем одну интересную запись, а вы нам скажете, когда это общение происходило, и, может быть, он был прав, что не давал вам общаться с внуками. Может быть. Давайте послушаем. Я маме сказала: Маша, не надо никаких больше отцов детям приводить. Найди себе любовника богатого, он и тебя будет снабжать, и детям подарки без конца будет приносить. И ты будешь одета, раздобута и будешь при деньгах. Зато в любое время что-то не так, до свидос. Все женщины так живут, молодые девки имеют любовников. Я бы хотела, чтобы мама была. Конечно. Вы бы помогли, хотите расследовать центры, нас. Я это же говорю. Найди себе любовника богатого. Это лучший вариант. А мамочка? Не надо же знакомиться куда-то пойти, она же куда не ходит. Просто надо хитрой быть, а не такой, как она. А сколько Соне? 11. А я не отрицаю. Я сказала: чем такого мужа иметь, извините, который Лучше за 3 года любовника 7 месяцев работает и больше не работает. Вообще Не ври. ни копейки в дом не приносит. Ни копейки. Клянусь вам Богом, что ничего не У приносит. тебя Бога нет. Скажите, пожалуйста, у вас муж полковник. Да. Не всегда был полковником, он же лейтенантом был Да. какое-то время. А мы Пока- поженились с лейтенантом. Пока Мы он, 40 лет пока он прожили. был лейтенантом, у вас, наверное, был богатый любовник из генералов? Или Нет. как? У меня один-единственный Подождите, брак. откуда такие убеждения у вас, которые вы высказываете 11-летнему ребенку? Я говорила своей дочери, А Соня чем подслушала. такого мужа иметь, который ни копейки в дом не носит, и еще гнобит, что ты не выйди, ты себе не купи. Скажите, А вот пожалуйста, это- я, видимо, что-то не понимаю. Вы говорите ребенку: я маме сказала, Маша, не надо Нет, ты не никаких мне больше говорила отцов это, мам, детям нет. приводить. Ты не мне это говорила. Вы действительно считаете позволительным Ну, такой конечно, разговор с непозволительно. 11-летней Но когда девочкой? вот такая ситуация, как, вот вы Понятно. понимаете? Ну, Давайте позовем сюда отца Алексея, Николая Антонова.
Он тоже вам что-то хочет сказать, Галина Ивановна и Маша. Здравствуйте. Галина Ивановна, у вас совесть есть такое говорить? Вы Есть. на собственной дочери на свадьбе были? Не Я были? нет, не была Вот, и не не были. хотела, потому Обвиняете сына моего, дочь обвиняете в смерти ее сестры, до сих пор обвиняете. И приехали защищать. Это нормально? Это я первый раз от вас слышу такое. Тьфу, Александр Иванович, ваш супруг, на свадьбе всем мозг вынес с этой проблемой. Александр Как вам Иванович не говорит, что стыдно? такого вы все придумали. Ну, понятно. Я папе начала предъявлять, он говорит, что он такого вообще не говорил. Причем он не пьет. На мать, Да, мы все вруны, Маш, лгуны. ты Вы мне выражали Самое самое честное. настоящее. что она тебя Да. достает. И мы А не мы за- ругаемся, мы тут же миримся. Это нормально. Подожди. У них планы отобрать детей. И квартиру. И полквартиры из-за детей. Ну как, детей отобрать, соответственно, так как дети у них А будут, дети вместе идут с полквартиры. Ну да, естественно. неплохо. Мы Как подали добавок. иск на расторжение брачного договора. И адвокаты сказали, что она нарушила очень много правил. Квартиры были сколько, ну, как бы, он вложил свои деньги, продал свою квартиру, Это вложил доказать деньги надо. в ремонт. Он сам ремонтировал квартиры. все делали квартиры. Все, да. И она беременная с Я- пузом ходила, дышала. И вы делали, помогали внукам и сыну. Слушайте, да. а вы вот как папа, зачем сюда приехали? Ага. Права сына своего защитить хочу. Какие права? Чтоб не лишили его отцовства, не отобрали у него жилье последнее, которое он в Туапсе продал, у него была... А я ему предлагала Дом. 2 миллиона. Предлагала, он не хочет. Он хочет Да, ты 50 ему на сегодня 50. предложила, он домой приходит, ты его посылаешь вместе с Нет, мамой. я ему Не предлагала, надо, пошли не к надо. нотариусу, Подожди. оформим все нотариально, я тебе 2 миллиона отдаю. Все, и мы расходимся. Ты пишешь, Ага. что ты претензий Мы- не имеешь. мы Он говорит, потратили нет, своё 50 на время. 50. Я вот все сижу и не могу понять, ну как у полковника папы могла такая непутевая дочь быть? Ну где же вы Девочки берете все высшее это? образование. У них у обоих Так было я высшее спрашиваю, образование. где вы берете все это? Один пьет, второй Вот. сидит, третий Совершенно верно. еще какой-то. Где вы их берете-то тоже всех? говорю. Да еще не просто берете, а всем им рожаете на радость. Ну, по-честному. Вот Я к вы чему правы. это сейчас говорю? Вы правы. Прикрывается Вот сейчас детьми. вы от этого прячетесь. Потому А что... вы молодая, симпатичная. Сейчас от этого спрячетесь, через полгода еще кого-то найдете. Она уже нашла Тищенко, она с ним созвонилась. Она перед тем, как повеситься, он был с детьми. Она разговаривала с Тищенко, уже настраивалась на то, что Договаривалась договаривалась, что они будут вместе жить. Она ушла от вашего сына, А понимаете? вы с кем-то Когда они еще созваниваетесь. вместе жить. Нет. Он говорит, я хочу создать, ну, оставить, сохранить семью из-за детей. Я не Тищенко хочу это ее кто? оставить. Это ее второй Папа муж, который у Софии и нас сидел. Кирилла. Когда взрослые люди говорят, что они хотят сохранить чью-то семью, причем не свою, заметьте, Но не в гости. мне становится странно. Младших мы спросить не можем, они маленькие совсем. Но старшему можем вопрос задать? Что Саша, ты они- скажет? Здравствуйте. 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 Я вот честно, ни я, никто из моей семьи, ни брат, ни Кирилл, никто не хочет жить с Лешей. Никто. Почему? Потому что вы его не слышите, и маму не слышите. Делайте, что хотите. И когда он делает замечания, а вам это не нравится, и маме не нравится, они могут всю ночь играть в компьютер. А потом утром сидит и спит на ходу. Надо в школу. Вы Лёша делает видели замечания. это? Я видел это. А Алексей вообще как к вам относился с самого начала? С самого начала, ну, поначалу, когда тут начинались все отношения моей мамы и Леши, все было вроде нормально. То есть, как бы, ну, нормальные отношения, как бы он пытался стать моим отцом, отцом детей, моих брата и сестры. Но как только вот прошло примерно год, он стал холоднее относиться. То есть он и до этого не часто появлялся дома, а как появлялся, начинал на всех гнуть палки, начал режим свой А устанавливать. руку поднимал? Руку не поднимал, но постоянно пытался как-то физически воздействовать на воспитание детей. А маму бил? Нет, я не видел. А что такое физически воздействие Ну, то на есть воспитание детей? забирал все устройства, допустим, там, выдергивал провода, то есть не давал гулять. А давай послушаем сейчас твоих братьев и сестру. Все дети, так все. Я называю Лёшка. Не люблю этого человека. Он постоянно, плохое там делает. Иду после школы, прохожу мимо бабушкиного дома. Я захожу, поднимаюсь на этаж,
Он видит это, ну, я начинаю там есть, там пить, то, что мне бабушка предложила. Он звонит мне и говорит, что ты там у бабушки сидишь, давай быстро домой, я же сказал, нельзя. Лёша бабушку толкал, взял ее вот так вот, откинул на кухне здесь. Он у нас постоянно нас кричал и все нам запрещал. Забирал у Кирилла телефон постоянно. У меня тоже забирал телефон. Заставлял есть почки и фасоль. Я тогда не хотела это есть. Он мне прям запихнул в рот. Он меня заставлял все делать. Мыть унитаз он меня заставлял. Когда такие случаи случаются, я всегда плачу. Когда он Диму, там Андрея забирал, мне становится страшно. Алексей не устраивает детей, потому что он прав. У детей должен быть режим в доме. Телефона до 9, компьютеры. Правильно, девочка должна помогать. Кухню помыть, унитазы помыть. Это нормально. Это будущее вашей дочери. Она должна это делать. Но ее это не устраивает. Она хочет в телефоне сидеть, и вы этому поддерживаете ее. Нельзя так. Я хочу с Александром дальше продолжить разговор. Я так понимаю, по хронологии событий, что это уже второй отчим в твоей жизни. Да. Ну, был же еще Да, Михаил. да. Михаил его зовут? Да. Михаил. Евгений, Миша. Вот тот самый Тищенко, про которого мы столько говорили. Ну, с которым 2 детей, правильно Да. же? Да. А как там В тюрьме, отношения который был. складывались, если ты помнишь? Отношения там складывались достаточно лояльно. То есть, он не пытался вот настолько сильно тоталитарно ставить отношения детей. Он прислушивался всегда к маме, получается. Но Поэтому они хорошо с мамой жили? Да, достаточно. Лучше, чем с Лешей? Тищенко не бил разве маму никогда? Не Никогда. жаловался, не говорил? Нет, Вот смотрите, у нас тут версии Чё какие. врёшь? Мария посадила Михаила Тищенко в тюрьму. Да. Это самое первое, что мы услышали. Второе. Она лишила его родительских прав. Третье. Она почему-то после того, как он вышел из тюрьмы, а он сидел в тюрьме, раз она его туда посадила, отвезла детей на край света, ну, в прямом нему. смысле слова, на край света, к нему, за его деньги, да. И последнее, что теперь она собирается жить опять с ним. Так давай у него спросим. Да у вот него я и такие же говорю, планы. что он приехать лично не смог, он работает на стратегически важном объекте, как он сказал. Но на связи он с нами есть. Давайте попытаем Михаила. Здрасте, Михаил. Здравствуйте. Вы из-за Марии в тюрьму сели? Нет, конечно же. Это моя глупость. А долго сидели-то? Да, чуть больше 1,5 лет. Так, и Мария вас лишила родительских прав. Как вы думаете, за что и как вы на это отреагировали? Ну, лишили, да лишили. Я просто ситуацию отпустил, она разрешилась просто. Не, вот смотрите, она Но вы с детьми разрешилась... общаетесь же, да? Конечно. А это правда, что вы сошлись обратно? Мы сошлись? Да. Нет, конечно. Понятно. Спасибо вам огромное, что внесли ясность, расстроили свекровь, тут она уже все. Да не расстроилась, просто она провоцировала его постоянно. Да нет, после того, как вы сидели в этой студии, обливали грязью Машу, ее маму, всех-всех-всех, а потом сказали, да я не против, если они сойдутся обратно. Нет, я всё раньше была поняла. не против, сейчас Все нет. поняла просто. Мне совершенно не импонирует ваше поведение, Маша. Честно. А вашей мамы тем более. Но запрещает в компьютере сидеть, правильно делает. Я считаю, что правильно делает. Маш, если женщина хочет иметь семью, она остается женщиной. Если она хочет, чтобы было по ее сказанному все, ваш сын сказал ключевую фразу. Он сказал, он прислушивался к маме. То есть для детей важно, чтобы все прислушивались к вам, к вашим словам. Просто кто-то из вас может остановиться и себя осудить. Вот я слушал, да, что произошло до того, как он пошел вешаться. Произошел диалог. То есть он очень болезненно реагирует на отвержение. То есть когда ему говорят, да, что
я делаю шаг навстречу к тебе, ты меня отвергаешь, у него это какая-то своя очень сильная травма. И здесь единственная, Мария, кто может как-то адекватно это все решать с ответственностью за своих детей, это только вы. Потому что если вы отключите детей от своего отца, хуже всего будет им. Они сейчас это не могут понять, у них нет выбора. Но когда они станут взрослыми, вам потом это разруливать с ними. И у него нет поведения маньяка-агрессора. У него вся агрессия против себя направлена. И если его не называть маньяком, он может стать все-таки союзником, нежели вы на всю жизнь подпишете приговор себе войны, если вы его отключите от детей. Такая нескучная семья, которая обеспечит работой юридическую фирму средней руки. И причем нету системы. Все как-то делается хаотично. Сегодня рожаю, завтра лишаю, сегодня заключаю, завтра расторгаю. Так нельзя к юридической стороне вопроса так относиться. Приходите, мы с вами поговорим, что вы хотите, потому что то, что вы хотите, я так и не услышала. Вот этот запрос избавить меня от Алексея, чтобы он не подходил, это не в юридической плоскости. Потому что даже если вы расторгнете брак, это не решит всех ваших вопросов. У вас там какие-то имущественные вопросы, у вас вопросы по детям, плюс лишение родительских прав в отношении Алексея, это совсем не та история, как в отношении Михаила такого, который, так сказать, вообще легко к этому всему относится. Тем более здесь психиатрическая клиника, и так не получится все это легко сделать. И зачем это делать, да? Поэтому это все надо продумать, проговорить, опять же, стратегически, а не сиюсекундно и сиюминутно. Несколько слабых звеньев в этой цепи. Это Алексей, который сейчас находится в психиатрической клинике, и неизвестно, чем закончится и какой будет поставлен клинический диагноз «я врач». Это очень субъективное мнение, и, возможно, это не дело одного дня, слабое звено. И второе слабое звено – это имущественный вопрос. Кто сколько вложил и кто сколько должен вытащить, извините меня, за это слово из этого брака, если он расторгается. То есть вот два слабых звена. Мне кажется, надо всем собраться с мыслями, решить эти два основных вопроса и отталкиваться от того, как будут поставлены точки над «и» в этих вопросах. Если это будет глубоко имущественная история, значит, понять друг друга, разделить и разойтись, как в море корабли. Вот это мое личное мнение. Спасибо. И мне кажется, это будет самый оптимальный вариант в жизни каждого из вас. И всем вам, искренне всем вам, и Алексею в том числе, я желаю здоровья и здравия. Вы же в какой-то момент отказались от своей семьи. Вы от своей мамы тоже отказались, когда вам это было не нужно. А потом, как плохо стало, мамочка, иди сюда, помогай. Ну надо ж повзрослеть. Я вам это искренне желаю только для того, чтобы у ваших детей, прежде всего не у вас, а у ваших детей просто не появилось больше вот такого ненормального отчима. Точно так же она обращалась с Алексеем. Нужен Алексей, она его призовет, приласкает. Я согласен с вами абсолютно, да, и врача мало-кто услышал. Нет, подождите, абсолютно точно. Надо, во-первых, дождаться, в каком состоянии будет Алексей, для того, чтобы понять, можно с ним разговаривать, о чем можно, о чем нельзя. А во-вторых, так же, как она маму свою из жизни вычеркнула, когда она не нужна была. Да, теперь она вычеркнула Алексея, конечно. Врачи утверждают, что ребенок отравлен каплями для носа. Ребенок изначально родился слабый. А как роды прошли? Она родила дома, на диване. Не на диване. А рожала я в ванной. А какие-то симптомы у вашего ребенка внешние были? Она начала срыгивать фонтаном. Вот эта коробочка содержит никотин в очень большом количестве. Тебе не отобрать было, скажи мне? А что ты на меня Просто с глаз ее убрать, понимаешь? Да она не моя! Она хорошая мать. Вот этот бардак откуда у нее? Она не успевает это убирать. Дима не работает, они живут на пособие детей. Надо было раньше ей помогать, чтобы она детей столько от него не родила. Я ей помогала. Сейчас в студию придет Людмила Парфенова, которая тоже раньше помогала Татьяне. Ну чё? Но по мере общения сделала абсолютно неутешительный для себя вывод. Вот давайте узнаем, какой это вывод. Людмила, идите к нам.